Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Теперь ясно, почему Чонгук постоянно стремится потрогать Тэхёна за буксы. Девятое место. У Джина чуть не случился сердечный приступ, а он ведь не молодой. Чонгук и Тэхён вообще старшего участника не берегут. Восьмое место. Совпадение или нет? Тот факт, что Тэхён и Чонгук все время держались за ручки, когда ненадолго зашли на трансляцию к Джину. Тэйкук с красивыми цветочными корсажами. Всегда потрясающе красивый в любом стиле. Тэхён, если ты сделаешь это, Чонгук тоже это сделает. Седьмое место. Помните, когда Чонгук случайно спутал Тэхёна с мужчиной со спины, и Тэхён сразу же аккуратно приобнял его, будто говоря: «Я здесь». Шестое место. Поведение пары. Тэхён правда сказал Чонгуку: «Сделай что-то милое для меня», когда тот попросил поделиться с ним едой. Когда Тэхён пришел на трансляцию к Чонгуку, отчитал его за разбросанные трусы и следом аккуратно сложил их. Тэхён залипает на Чонгука, и Чонгук залипает на Тэхёна.
5 место. Почти каждый участник танцевал одно и то же движение, но взгляд Тэхёна был направлен лишь на Чангука. Четвертое место. Забота. Чангук ждал Тэхёна, чтобы пойти вместе с ним. Они как ниточка за иголочкой, всегда вместе и рядышком. Это безумие, но Тэхён, увидев маленького жучка, сразу же спрятался за Чангука. В то же время, когда его не было рядом, он не испугался жука в доме. Тэхён взял на себя всю ответственность и держал взволнованного Чангука за ручку на премьере, но спрятался за него в супе, когда увидел маленького жучка. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна, рис, суп из минтая и морских водорослей, закуска из говядины и ростков фасоли, рагу из картофеля, кимчи из пекинской капусты, мандариновое желе. Завтрак Чангука, рис, капустный суп с грибами, жареный бекон и картофельное жаркое, тушеная свинина, кимчи из редьки, молоко. Обед Тэхёна. Бибимбап, острый мисо-суп с тофу и овощами, рыба, приготовленная на гриле, со специями и соусом, омлет, нарезанный тонкими полосками, ассорти кимчи, кимчи из капусты и кимчи из небольшого сорта белой редьки с длинным листовым стеблем, молоко. Обед Чангука. Рис, картофельно-тыквенный суп, жареная утка с копчеными овощами, мини-котлетки из свинины, ассорти из маринованных овощей, кимчи из капусты. Ужин Тэхёна. Клейкий рис, мягкое рагу из тофу, минчикацу, японское блюдо, панированный и жареный в форме котлеты мясной фарш, овощной салат, кимчи с зеленым луком. Ужин Чангука. Омлет с рисом, теплая гречневая лапша, кусок пиццы, салат из тыквы, маринованная редиска, молоко. СМИ о Тэхёне в костюме и реакции интернет-пользователей. «Потомки Солнца», 2 сезон. Разве это не продолжение «Потомков Солнца»? Не только мы хотим увидеть Тэхёна в фильме. Многие корейские фанаты посещают барбекю-ресторан, где Чангук обедал сыну Или Ноу в начале марта. Фанат посетил этот ресторан и заказал те же закуски после ужина. По словам владельца ресторана, Чангук с удовольствием поиграл сыну в бадминтон после ужина. Секси-бойфренды. И красивы, и успешны, и талантливы, и богаты. Идеальная семья.
Вышла новая версия Wherever You Are. Часть средств от платных прослушиваний новой версии Wherever You Are пойдет на благотворительность для поддержки проектов по защите и охране природы. Хотя Тэхён сейчас в армии, он тоже вносит свой вклад в благое дело. Раз Чангук не дает нам свое фото, будем смотреть на него в шикарных эдитах. Представили вещи, которые будут продаваться в поп-апе Monochrome и на Weaves Shop. Это будет примерно такой промо-ролик, в котором снялся Тэхён. Seven, чистая версия Чангука, уже превысила 500 миллионов цифровых баллов в цифровом чарте Circle Digital Chart. Ждем Тэхёна и Чангука вместе с Бимисидо Кукв. За разнообразие в семье отвечает Тэхён. В 2024 году альбом Layover превысил 400 миллионов прослушиваний на Spotify, став самым прослушиваемым корейским сольным альбомом в этом году. Я сейчас сойду с ума. СМИ пишет, аккаунт Бама произвел фурор по всему миру. Днем 14 числа Чангук написал в фан-сообществе Weaves: «Я сейчас не могу похвастаться собой, поэтому буду хвастаться своим малышом. Приятной ночи впереди». В декабре прошлого года, накануне своего призыва на военную службу, Чангук повысил ожидания, объявив в личной прямой трансляции, что у его собаки Чон Бама может быть учетная запись в социальной сети. После новости о том, что Чангук открыл учетную запись в социальной сети, она достигла 1 миллион подписчиков примерно за 4 часа, 2 миллиона за 7 часов и 3 миллиона подписчиков за 17 часов. Затем число подписчиков превысило 4 миллиона, что доказывает его глобальную популярность. В официальном аккаунте World Music Awards говорится, что недавно открытый аккаунт Чангука побил мировой рекорд, превысив 1 миллион подписчиков за 4 часа, что является самым быстрым результатом среди всех домашних аккаунтов в Instagram. Ранее Чангук удивил фанатов, внезапно удалив свой личный аккаунт в Instagram, второй по величине среди отечественных знаменитостей мужчин, заявив: «Я не думаю, что здесь есть что делать. Это не взлом».
Эта динамика такая милая. Ким Тэ-хён и Чаину – фейс гений эпохи. Невероятная красота, которая не меняется ни в какой ситуации. Эстетические стандарты людей меняются со временем. Символический облик тоже каждый раз меняется. Временами почитались компьютерные красавицы, такие как Хван Шин Хе, за которыми следовали Ким Хи-э, О Йен Су и Чхэ Шира. Золотой век Ким Тэ-хи пришелся на конец 1990-х годов, и с тех пор в индустрии развлечений конкурируют красавицы с сильными личностями. Так что насчет мужчин? В отличие от генеалогии красивых женщин, содержащей весьма типичный и ориентированный на мужчин взгляд, генеалогия красивых мужчин различалась в зависимости от эпохи. Теперь, когда прошел 2020 год, как развивалась родословная красивых мужчин в индустрии развлечений? Установлена неоспоримая система двух властей. Главные герои – Тэ-хён, участник группы BTS, и Чаину, участник группы Астра. Эти двое соревнуются за звание самой красивой знаменитости в различных опросах и, по мнению экспертов, обычно входят в тройку лучших. Тэ-хён, который немного рано дебютирует в своем возрасте, является визуальным участником BTS и одним из участников, внесших наибольший вклад в глобальный след группы. Большие глаза и острые переносица создают экзотическую атмосферу, а так называемая Т-зона, простирающаяся от обеих бровей к лбу и вниз к носу, четкая и трехмерная, еще больше усиливает это ощущение. Благодаря мировой популярности BTS он уже стал символом красивых мужчин во всем мире. Американский киносайт TC Candela и зарубежные развлекательные СМИ Сатрамометр выбрали его в качестве лица, представляющего мир, Азию и Корею. Чой Сун, специалист по пластической хирургии, сказал: «Лицо Тэ-хёна близко к золотому сечению, с соответствующими пропорциями верхних, средних и нижних глаз». Несмотря на то, что у него четкие черты лица и глаза без двойных век, он демонстрирует сильную харизму. «Высокая переносица и линии, не спадающие до кончика носа, напоминают скульптуру», — сказал он. Хан Сан Чхоль, специалист по пластической хирургии, также прокомментировал на своем канале YouTube: «Все хотят сделать нос Ви, но никто не рождался с такими материалами». О глазе справа говорят, что это мусан, без двойных век, а слабая линия века слева подчеркивает асимметрию и придает ей шарм. С точки зрения пластической хирургии, Чаину был классифицирован как типичный красивый мужчина, а Тэ-хён был классифицирован как уникальный красивый мужчина, обладающий смертоносной харизмой. Однако мнение общественности о них во многом одинаковое. В настоящее время обычным выбором для мужчин-знаменитостей в Корее, особенно тех, кому от 20 до 40 лет, являются Тэ-хён и Чаину. Когда они спрашивают меня о моей любимой реакции? Диспетч в Инстаграме. Откроется всплывающий магазин группы BTS. Сегодня компания объявила об открытии BTS Pop-up Моночром. Сообщается, что это всплывающее окно будет размещено в студии в Сансон-Донге, Сандон-Gung, Сеул. Ранее компания представила всплывающий контент, посвященный концепции Manco Logistics – монохромная логистика, которая привлекла бурное внимание поклонников. Моменты, когда Тэ-хён просто Тэ-хён.
Обновление Webos. Привет! Мы хотели бы сообщить вам, что в приложении Webos добавлена новая функция. Теперь вы можете запустить официальное приложение BTS Lightstisk прямо из приложения Webos. Чтобы использовать новую функцию, необходимо обновить приложение Webos и официальное приложение Lightstisk до последних версий. Обновите свои приложения и попробуйте новую функцию. Пожалуйста, обратитесь к изображению ниже для получения дополнительной информации. Спасибо. Как же он от себя тащится? И я, игрок, сгенерировал описание для капитана Тэхёна. Ким Тэхён, участник южнокорейской мужской группы BTS, служил в специальной команде на северной границе, получив прозвище «Капитан Корея» и «Капитан Тэхён». Этот высококонкурентный процесс отбора подчеркивает навыки и преданность Тэхёна, что делает его источником гордости и вдохновения для своих поклонников. Средства массовой информации признали его истинным лидером и единственной в своем роде, демонстрируя его приверженность своей стране и его роль как национального достояния. Второе место. Это так интимно. День, когда Тэхён все выступление не мог оторвать взгляд от Чангука в топе, а потом сказал ему: «Ты выглядел сексуально». Так держит самое дорогое. День, когда Тэхён не мог оторвать взгляд от Чангука после качалки, постоянно облизывая свои губы. Первое место. Это было признание. День, когда Чангук спел «Ты» — причина моей эйфории, указав рукой на Тэхёна. Тэхён смущенно выбежал на сцену, и Чангук сразу же позвал его к себе, причем Чангук внимательно следил за каждым движением Тэхёна. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.